Она дерзко топчется на могиле своего бывшего. Вы не поверите, ребята, что я заметил. Мы с сестрами хотим устроиться в школу монстров. У вас много детишек. Хорошо, вы приняты. Ура! С вами я всегда теряю голову. У меня будет школьный хор. Кто не поет, того забираю на ужин. О, нет! И я чувствую двойку. Кто списал контрольную? Берегитесь, монстряшки. Мы заколдуем вас. Кто зажег свечу с черным пламенем? Это же значит... Сестры Сандерсон вернулись, и на этот раз они в кукольном обличии, а значит, вечно молодые. Встречайте новый сколлектор от Monster High в коллаборации с легендарным фильмом от Disney «Фокус-покус» 1993 года. И у него даже выходило продолжение в 2022 году. Это те самые ведьмочки Сара, Уинифред и Мэри Сандерсон. Спасибо за прекрасное представление. Ух ты, это сразу 3 новых куклы с коллектор. Приобрел я его на официальном сайте Mattel Creations, когда они вновь вернули в продажу несколько своих коллекционок. Потому что, когда я посмотрел все фото и видео с этими куклами, я немного пожалел, что их не приобрел, но у меня появился второй шанс, и вот они у меня в руках. Ура! По традиции коллекционных кукол Monster High Collector коробка делится на 2 половинки. И здесь она намного больше, потому что это настоящий сет. Сверху мы видим объемный золотой текст с названием фильма «Фокус-покус» и логотип Disney. Кстати, куклы на этом промо-фото повторяют официальную обложку с фильма. Рядом с Уинни стоят ее сестрички Сара и Мэри, а Уинни накладывает чары, выпуская молнии из своих рук. Забавно, конечно, смотреть, когда фото куклы посередине и ее разделяет 2 половинки. В правом нижнем углу мы видим логотип Monster High Collector. Сбоку снова фото ведьминского трио, которое выходит из тени, и они уже обдумывают свой зловещий план по захвату всех детей Салема. Прячьте своих детей! С обратной стороны коробки изображена зловещая хижина в лесу, и если из трубы исходит магический розовый дым, значит зелье уже готово, и ведьмы начинают охоту на детей. Мне нравится, что на коробках с коллектор есть лакированные элементы, которые красиво поблескивают на свету. В небе есть силуэты сестер Сандерсон, Уинни и Сара на метлах, а вот Мэри на современных пылесосах, как во второй части фильма. Что за безумный танец ты исполняешь? Не знаю, последние метлы, что остались. В кустах прячется черный заколдованный кот Тикери Бинкс. Он следит за тем, чтобы никто не пробрался в дом и не зажег свечу с черным пламенем. Потому что если вдруг вы это сделали, то вам не сдобровать. Я заколдую вас. Отсоединяем половинки, чтобы увидеть кукол. Это правда очень большой набор. Какие же они красивые и очень похожи на своих персонажей. Наконец-то обрели вечную молодость. Ведь теперь они в виде подростков Monster High. Прекрасно! Вау, коробка выглядит как настоящий ведьмин алтарь. Сбоку есть иллюстрации сестер в стиле Monster High. По центру прозрачное окно, а за ним куклы в полном образе. Яркие, выразительные, каждая со своей изюминкой и детализированными нарядами. А фон — это же тот самый интерьер хижины Сандерсов. С котлом, зеленым зельем, метлами, полками и зловещей атмосферой. Ведьмочки словно пляшут в танце от радости из-за того, что они вернулись на свет спустя 300 лет. И я, кстати, уже успел дополнить кукол аксессуарами. Сверху есть логотип Collector, это монструозная игра слов Skull, череп и Collector, коллекционер. Снизу на коробке логотип Disney с Микки Маусом. А с обратной стороны описание и силуэты 3 сестер, которые летят на метле. Полетели. Летим! Сестры Сандерсон снова возвращаются, полные колдовского великолепия, чтобы навести ужас на весь Салем. Им мешают лишь дети и черная кошка, но ведьмам достаточно лишь свечи с черным пламенем, чтобы воскреснуть вновь. Ставьте лайки, если вы в детстве смотрели этот фильм. Лично для меня это любимая хэллоуинская комедия. Значит, говоришь фокус-покус. Но вторая часть нам лучше раскрывает характер главных персонажей. Ведь когда-то в деревне Салем 3 юные сиротки Уинифред, Сара и Мэри были изгнаны за колкий характер старшей сестры Уинни.
Истинно так. Прощайте. Мэр города был просто не готов к такому ведьминскому вайбу. Сестры сбежали в зачарованный лес, где их встретила архиведьма. Именно она подарила им магическую книгу с глазом, жуткий артефакт, полный темных чар и заклинаний. Лечит-то копит-то мало мистика. Уинни так любила эту книжечку, что пользовалась только одним рецептом – легендарным зельем молодости, ради которого ведьмы и охотились на детей, чтобы высасывать их жизненную энергию. Но вот ирония, в продолжении 2022 года Уинни отказывается от книги. А книга мне больше не нужна. Ведь она теряет то, что для нее важнее – своих сестер. Ведьма ничто без своего Ковина. И, может, поэтому в комплекте с куклами нету книги заклинаний, да и к лучшему. Но кое-кто остался с ними навсегда, думаю, вы уже заметили. Это бессмертный заколдованный черный кот Тикери Бинкс. Жив еще? И жду тебя. Друзья, давайте воспользуемся заклинанием распаковки, чтобы поскорее потрогать куколок. С обратной стороны закреплен сертификат и подставки кукол. Привет, детишки! Берегитесь, монстряшки, мы заколдуем вас. А если в окне столб из света, значит это та сцена, где подростки открыли книгу заклинаний. Сестра, смотри, они ее открыли. Сестры Сандерсон на свободе! Какие же они клевые! Честно вам признаюсь, я хотел отдельно купить только Мэри, но теперь я понимаю, что лучшим решением было купить целый сет, потому что они ведь сестры и так круто вместе смотрятся. А Сара по первым фотографиям мне нравилась меньше всего, но после распаковки я и просто очарован. У нее такие длинные мягкие волосы, очень красивый скульпт лица, она реально похожа на актрису. Молот у всех куколок новый 2024 года. Жили на обочине 3 цветка, 3 ведьмочки, Мэри, Винни и Сара. Мотел исполнили мечту сестер Сандерсон, теперь они вечно молодые. Да, немного. Радует, что в комплекте с куклами есть подставки. Они каноничного черного цвета, для Мэри и Уинни широкий держатель. И в традиции Куклс Коллектор сертификат подлинности, подтверждающий, что эти куклы разработаны дизайнерами Mattel совместно с Disney Focus Pocus. Каждая кукла — это персонаж, вышедший из экрана. Сара, самая экстравагантная и сексапильная сестра, созывала детишек своим чарующим голосом. Готово? Дети идут? Молодец, моя сестричка. Кукла прошита длинными блондинистыми волосами. Также в ее прическе есть косичка-завлекалочка. Сама голова покрашена темно-коричневым цветом, чтобы создать эффект амбре. У Сары густые темно-коричневые брови с прорисованными волосками. Темно-сиреневый макияж, очень длинные прорисованные ресницы, красивые голубые глаза, и в зрачке мы можем заметить магические блестки. На губах темно-вишневая помада. И есть родинка. Ушки человеческие, в них свисают золотые сережки с черепком. Образы сестер объединяют одинаковые сережки. Одета Сара в красную кофточку, и эффект паутинки на теле создает бежевая сеточка. Розовый топик, прошитый красными нитками, а сверху имитация золотого корсета. И на платье свисает объемная перламутровая паутина. Также на поясе прорисованы узоры. Очень красиво завязан бантик и имитация шнуровки. Пояс держится на 2 застежках. Надеюсь, это украшение сделано из качественных материалов, а не как у G3. Их поясы крошатся со временем. Длинная ярко-малиновая юбка, ткань шелковая, очень приятная на ощупь. На юбке есть принт цветочков с глазиками и паутинкой. Сверху юбка украшена сиреневой сеточкой. Обута Сара в длинные черные сапоги с промолдированной шнуровкой, бантиками и узористой строчкой. Но самое интересное — это каблуки. С левой стороны промолдирован золотой череп с горящей свечой и паутиной. Воск от свечи стекает на черепок, а с правой стороны котел, из которого выливается зелье. Мэри — самая озорная сестрица, и как кукла мне она нравится больше всех. Дар Мэри — это чуять детей. Винни, Что? я чую детей. Из-за ее черно-сиреневых волос ее часто сравнивают с директрисой Бладгуд, а может быть они родственницы? Мы с сестрами хотим устроиться в школу монстров. У вас много детишек. Хорошо, вы приняты. Ура!
С вами я всегда теряю голову. У меня будет школьный хор. Кто не поет, того забираю на ужин. О, нет! И я чувствую двойку. Кто списал контрольную? У нее очень забавная прическа. Это залакированный вихрь из волос. Кончики волос закручены. Спереди торчат пряди волос, они тоже залакированы, и длинная челка ложится на лоб, закрывая ее угрюмые брови. На коробке у Мэри пышная прическа и завитая челка. Видимо, на прототипах использовали парики. А у Сары жестовые руки, как у Клодин, и есть локоны. Мордашка у нее получилась с характером. На лице застыла характерная для Мэри улыбка. Перекошенные бордовые губки, на глазах перламутрово-розовые тени, карие глаза с блестками, как будто она смотрит на волшебное зелье. Носик-курносик, и над губой есть родинка, а на щечках румяна. В ушках свисают золотые сережки-амулеты. Одета Мэри в самое настоящее хэллоуинское платье. Сетчатые оранжевые рукава с паутинкой, красная атласная рубашка с воротником, а поверх массивный резиновый аксессуар. Это золотой корсет, который сплел паучок на ее груди, а на веревках с бантиком держатся золотые кольца. Клетчатая яркая шелковая юбка с принтом черных паутинок, паучков, полумесяцев, поверх черная сетчатая паутинка, как на юбке Салли из «Кошмара перед Рождеством». У Мэри жестовые ручки. Одна прямая, с длинными коготками, как у Винни, а другая — это лапка монстра, ведь Мэри готова напасть. Я думал, она такая же, как и у Хоулин, но обратил внимание на длинные коготочки. И даже если сравнивать с ручками Касты Фирс, то мы можем увидеть, что у Мэри это правая жестовая рука, а у Касты левая. Вы готовы, чары? Одежда у куколок очень качественная, и на них есть бирка от Monster High's Collector, датирована 24 годом. Ух ты, какие классные гольфики! На ножках полосатые черно-белые гольфы, а обута Мэри в черные лакированные полусапожки, вместо каблука у нее золотая клетка с настоящим навесным замочком, и она сквозная, через нее можно что-то увидеть. Кстати, клетка на каблуке открыта, и туда можно положить маленькую фигурку. И выпустите нас. Тихо! А на другом сапоге каблук в виде золотого пылесоса, которым Мэри воспользовалась вместо метлы, чтобы полетать. Это самый настоящий старый американский пылесос. На подошве ничего нету. Фигура у Мэри пышная, это новый тип тела первого поколения Monster High, такой же, как и у Янхи из игры в кальмара. Ну и, наконец, самое главное и старшая сестра Уинифред Сандерсон. Она умело варит зелья и пуляет молниями из рук. У Уинни пышные кудрявые рыжие волосы. У куклы они слегка залакированы. Прошивка добротная, и, как вы видите, в ее волосах встречаются светлые и темные пряди рыжих волос. Очень красивый пробор в форме сердца. Молд головы тоже совершенно новый, 24 года. У нее такой аккуратный носик и характерные для Винни выпирающие зубки. Скульпторы большие молодцы, она так похожа на своего персонажа. Посмотрите, какой у нее необычный макияж. Перламутровые тени выходят за периметр бровей. Напоминает мне маску кукол Haunted. Основные тени на глазах перламутрово-бирюзовые. Радужка темно-зеленого цвета. Глаза у Уинни сверкают после того, как она увидела себя в зеркало. Я была самой красивой. Брови такие аккуратные, светленькие. Хорошо, что их вообще сделали, а то у актрисы их не было. Бордовые маленькие губки. Она словно застыла в удивлении. Культовый наряд состоит из зеленого платья с оккультными символами, фиолетовыми разводами. Платье выполнено из атласного материала, и дизайнеры решили дополнить его фиолетовыми сетчатыми вставками, такими длинными вьющимися рукавами, и спереди небольшим надъюбником, на котором красиво смотрятся свисающие золотые амулеты. Это громоздкое украшение состоит из воротника в виде паутинки, красивое массивное ожерелье на груди, пояс в виде веревки. Веревка, кстати, как будто завязывается и на поясе, и на шее. А как вы помните, сначала видим повесили. На поясе есть черепки, змейки, свисают хвосты змей и амулеты в виде звезд, черепков, полумесяцев, колец и других символов. Руки у Винни жестовые, они с длинными ногтями. Такие же жестовые кисти еще встречались у Иннет Синклер по сериалу Wednesday. Винни, ты хочешь, я сделаю тебе маникюр? Но только если он меня омолодит. Но я заметил, что правая кисть у Уинни прямая, то есть все равно есть новая выливка, что очень радует. На ногах
ногах у нее гольфы в черную и ярко-салатовую полоску, а обувь представляет собой зеленые сапожки-казачки с закрученным носиком. Вы не поверите, ребята, что я заметил. Что же это, чувак? Это же те самые глазики в ромбиках, отсылка на книгу с глазом. Вау, как же все продумано. В этих ромбовидных узорах также есть черепки и кристаллы, стильная шнуровка по бокам. И, как всегда, самое интересное у сколлекторов — это каблуки. Хоть и кому-то они надоели, мне все же нравится эта фишка. Потому что здесь есть пасхалки к фильму. Первый каблук — это статуя Уинифред, в которую она превратилась в конце фильма. Она вытягивает руки и развивается ее плащ. Кстати, она превратилась в каменный столб, потому что ведьмам нельзя вступать на священную землю кладбища. И другой каблук — это каменное надгробие. Но это не простой кусочек пластика. С одной стороны рельеф ворот на кладбище, а с другой надпись на надгробии. Я только сейчас понял, что эти каблуки взаимосвязаны. С одной стороны это врата на кладбище, а с другой стороны это статуя, в которую превратилась Уинни из-за того, что вступила на это кладбище. На могилке изображены кости с черепком и скелет в гробу, а также дата захоронения 1693 год. Потерянная душа. Это та самая могилка зомби Билли, любовника Уинифред. И из-за того, что она застукала его со своей сестрой Сарой, она зашила его рот и похоронила. Уинифред дамочка ревнивая. С Уинни лучше не связываться. Зубастая, мерзкая, рыжая, пучеглазая, гнусная кошелка. Она дерзко топчется на могиле своего бывшего. А это черный кот Бинкс. Именно с этого персонажа начинается фильм «Фокус-покус». Потому что Текари Бинкс — это парень из 16 века, которого ведьмы Сандерсон превратили в черного бессмертного кота за попытку спасти свою младшую сестру. Спустя 300 лет он помогает детям остановить ведьм, и после их поражения наконец-то находит покой. Моя душа, наконец, свободна. Фигурка выполнена из пластика, но у котика резиновый хвост. Характерные черным кошечкам зеленые глаза, и в них мы можем увидеть магические блики. У котика промолдирована шерстка. А еще мне нравится, как он задирает лапку. И в сравнении с другими котиками Monster High, он совершенно новой выливки. Кто задул свечу девственника? Неизвестно, но мы знаем одно. Сестры Сандерсон вернулись, чтобы наколдовать стиль, ностальгию и радость в нашей коллекции кукол. Ставьте лайки, а иначе Уинни заколдует вас. А вы бы рискнули зажечь свечу в полночь? Напишите в комментариях. Храни вас Бог! С вами был Бига и сестры Сандерсон. До скорых жутко прекрасных встреч! Скажем всем прощай. Goodbye.